Последний день работы. Часть 1. Последний день работы в офисе. Марк Петров никогда не думал, что умрет именно так, в окружении летающих степлеров и взбесившихся офисных кресел. Впрочем, он вообще не планировал умирать в этот четверг. У него были совершенно другие планы: уволиться из ООО «Мегасофт», забрать трудовую книжку и отправиться на собеседование в перспективный стартап. Все началось, когда Марк нажал кнопку «Отправить» в корпоративной почте. Его заявление об увольнении должно было улететь начальнику отдела кадров, но вместо этого что-то пошло не так. Компьютер издал звук, которого не существует в природе, нечто среднее между скрежетом несмазанной двери и мяуканьем кота, наступившего на кубик лего. Экран монитора замерцал, и по нему поползли странные символы, похожие на древние руны, если бы древние руны писались шрифтом Comic Sans. Марк моргнул. Символы моргнули в ответ. Ошибка 404, душа не найдена. Бессмертия души у вас не будет. Хотите продолжить работу без ее сохранения? Появилась надпись на экране. Какого? Начал было Марк, но не закончил фразу. Его эргономическое кресло за 40 тысяч рублей вдруг ожило и начало вращаться, как карусель в парке аттракционов. Причем вместе с ним. Помогите! Крикнул Марк, цепляясь за подлокотники. У меня кресло взбесилось. У тебя кресло взбесилось? Отозвалась Лена из соседнего отсека, даже не поднимая глаз от своего монитора. Вот когда твой принтер начнет печатать предсказания судьбы на туалетной бумаге, тогда и поговорим о проблемах. И действительно, офисный принтер в углу как раз начал извергать рулоны туалетной бумаги с загадочными письменами. «Внимание всем сотрудникам!» — гласила первая распечатка. Ваш офис был случайно подключен к вселенской сети офисного планирования, ВСОП. Начинается автоматическое обновление реальности. Пожалуйста, не выключайте существование и не перезагружайте пространственно-временный континуум до завершения процесса. Только тут Марк Петров додумался, что всю эту карусель мог запустить работодатель в ответ на его желание уволиться, поэтому решил оставаться максимально мужественным. В конце концов, он давно тут работает. И выживал. И был отличным специалистом. Только поговорить об этом с кем-нибудь уже не хотелось. Несколько секунд надежды автора на средства к существованию. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии в поддержку канала. Расскажите о канале друзьям. Помогите монеткой, номер карты под видео и в информации о канале. Теперь Марк закрыл глаза. Он иногда немного приоткрывал их, чтобы убедиться, что реальность перестала сходить с ума. И разум подсказывал ему, что придется дожить до этого момента, который будет не в ближайшее время. Очень корявенькая идея, но в этот момент и в ближайший час у него других не появилось. Офис превращался в эпицентр канцелярского апокалипсиса. Папки с отчетами выстроились в воздухе наподобие исполинского домино, готового обрушиться в любой момент. Кактусы на подоконниках синхронно исполняли нечто похожее на танец маленьких лебедей, только с использованием колючек как кастаньет. Марк никогда не верил в корпоративную карму, но сейчас она явно настигла его с особой жестокостью. Степлер, пролетевший в миллиметре от его уха, вонзился в стену, оставив в гипсокартоне идеальную пиктограмму с изображением грустного смайлика. В довершение всего, кофемашина в комнате отдыха начала варить не просто кофе, а какой-то межпространственный напиток. Каждая чашка содержала в себе микровселенную с собственными законами физики. В одной из них время текло задом наперед, отчего выпивший ее менеджер по продажам начал говорить фразы в обратном порядке и молодеть на глазах. Критическая ошибка, обнаружено несанкционированное увольнение, мигал монитор Марка. Включен протокол удержания ценных кадров. Активирована защита от утечки мозгов. Над головой материализовался с виду обычный футбольный мяч, но Марк не пнул его, а осторожно отошел в сторону. Правильно сделал, мяч камнем упал вниз и прожег в кресле кислотный узор, напоминающий снежинку.
Несколько секунд ради автора и его желания писать дальше, стараясь сделать это качественно и интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии в поддержку канала. Расскажите о канале друзьям. Помогите монеткой, номер карты под видео и в информации о канале. Офисное пространство искривлялось. Стены словно дышали, а ковролин под ногами превратился в что-то среднее между болотом и эскалатором. Марк попытался добраться до двери, но та предательски превратилась в портал, ведущий прямиком в бухгалтерию образца 1967 года, где древние счеты сами собой щелкали косточками, подсчитывая что-то на давно забытых счетах. На стене была крупная доска с надписью «Вычтем завышенные премии с заработной платы, коэффициент 2000%. Система кондиционирования теперь генерировала не просто прохладный воздух, а целые облака корпоративной мудрости. Они плыли под потолком, периодически разражаясь дождем из мотивационных цитат. «Работа в команде разделяет задачу и умножает успех», гласила особенно крупная капля, шлепнувшаяся Марку на лоб. «Если вместе двигаться вперед, сама собой приходит удача». Капля упала совсем рядом с электророзеткой. Его рабочий компьютер, видимо, решил устроить цифровой бунт. Операционная система перешла на какой-то невиданный язык программирования, где вместо командной строки использовались эмодзи, а баги самоустранялись, порождая новые, еще более изощренные проблемы. Календарь на стене показывал одновременно все дни года, включая несуществующее 35 мая. Служебные записки складывались в бумажные самолетики и атаковали клиентов, зачитывая им квартальные отчеты. Где-то на 7-м этаже архив бухгалтерии решил, что пора эволюционировать, и все накладные за последние 5 лет объединились в разумный улей канцелярских документов. Бумаги полетели в окно Макса, недолго бились о стекло, а потом нашли форточку и закружились под потолком, пытаясь запачкать чернилами потолочные светильники. Посреди этого офисного хаоса Марк вдруг заметил, что его смартфон вибрирует с такой частотой, что практически левитирует над столом. На экране высветилось сообщение, набранное шрифтом, который существовал только в воображении безумного типографа. Уважаемый Марк Петров, поздравляем, вы стали участником программы «Добровольно-принудительное расторжение трудовых отношений» версия 3.0. Ваш испытательный срок на выживание – 4 года, 3 месяца, 12 дней, 7 часов и 23 минуты. Статус превышен. Следующее сообщение пришло через принтер, который теперь печатал текст прямо в воздухе светящимися буквами. Компания Microsoft высоко ценит вашу преданность делу и потрясающую сопротивляемость корпоративному безумию. Однако, согласно параграфу 451 правил внутреннего распорядка, написанных невидимыми чернилами на обратной стороне Луны, мы обязаны периодически обновлять кадровый состав. Папка с личным делом Марка спланировала на стол и раскрылась. Внутри оказался контракт о расторжении трудовых отношений, который светился мягким неоновым светом. Ручка сама прыгнула ему в руку. «Да я и сам хотел уволиться», — воскликнул Марк, быстро ставя подпись. Мгновенно все вернулось в норму. Степлеры попадали на столы, кактусы прекратили свой танец, а кофемашина снова начала готовить обычный кофе, а не квантовые напитки из параллельных вселенных. Часть 2. После увольнения. Когда Марк шел к выходу, держа в руках трудовую книжку и коробку с личными вещами, его догнала пожилая уборщица тетя Глаша. Она работала здесь, кажется, со времен основания компании. «Знаешь, милок», — сказала она, опираясь на швабру, которая еще 5 минут назад пыталась установить связь с внеземными цивилизациями. «за всю историю компании только 3 продержались дольше тебя. Первым был Семен Маркович. Его только преждевременная пенсия спасла. Второй Анна Викторовна, но она ушла в декрет и не вернулась. А третий до сих пор числится в штате, правда? Его никто никогда не видел. Говорят, его рабочее место где-то между 15 и 16 этажом. Хотя в здании всего 14. Марк кивнул,
стараясь не думать о том, что в лифте действительно была кнопка с несуществующим этажом, на которую он боялся даже смотреть. Выходя из здания, он заметил, как в окне его бывшего кабинета на 13-м этаже мелькнула тень степлера, приветственно машущего ему вслед. Через неделю по офисной почте разослали обновленные правила корпоративной этики. Пункт 1 гласил: заявление об увольнении подавать строго через официальный портал компании. Использование обычной электронной почты может вызвать непредвиденные сбои в работе офисного оборудования и случайные искривления реальности. Марк был опытным специалистом. Он выживал в поисках работы, когда подавал документы в несколько мест. Но впервые по случайности столкнулся на увольнении с той обработкой, которая обычно предназначена для соискателей места. А вообще, она бывает после подачи заявления на новую работу. Перед приемом или вместо приема. Даже институтское образование включает азы выживания при попытке найти работу. Но то, что есть на самом деле, человек может выдержать только сам. Как будто в институте учили тому, что надо забыть при приеме на работу. Только уволиться обычно можно было спокойно. А у Марка были совершенно чистые планы: уволиться из ООО «Мегасофт», забрать трудовую книжку и отправиться на собеседование в перспективный стартап. Часть 3. Оттачивание способов влияния искривленной реальности. Марк Петров никогда не думал, что умрет, когда будет проходить новое собеседование на должность инженера стартапа, в окружении летающих ручек, скрепок и взбесившихся офисных кресел. Или от того, что вода из корпоративных решений расскажет уме об успехе и спалит электророзетку. Впрочем, он вообще не планировал умирать в этот месяц. И надеялся, что здоровье позволит пройти еще десяток столкновений с искривленной реальностью, если не возьмут и придется искать другое место. Что ему? Он молод, в его продуманном мире редко доживает до пенсии тот, кто не держится всю жизнь на одной работе. Не кури, не пей, не употребляй наркотиков, укрепляй здоровье, и мы выдержишь столкновение, которое всегда бывает перед возможным получением блага. Выживешь, получишь работу. Один раз на всю жизнь. Потом новое столкновение со взбесившейся реальностью. Выдержавший получит пенсию на 10 лет. Но на вторую десятку испытания уже немного кто дотерпит. Вот и не увольняйся, даже если почти не платят. Знаешь о своих немощах, работай до конца честно, чтобы тебя не уволили. Иначе, когда кончится накопление, умрешь ты точно не от голода. Есть люди, которые о чем-то мечтают, есть люди, которые чего-то хотят, а есть люди, которые представляют себе, что надо пройти ради цели и ограничиваются посильным делом. А Петров был не из таких. Он хотел делать карьеру, даже если для этого надо рискнуть по-крупному. Но недолго и по-умному. Замечая нюансы и скрытые перспективы. Вот, например, сейчас на изменении реальности ему почти с самого начала показали, что испытатели делают техники для изменения души стандартными компьютерными процедурами. Значит, в моду входит машинное влияние на бессмертие. Не на тело, на душу. На божескую бессмертную сущность. Вот компьютер. Там где-то его залы процессов и пересчетов. И они теперь будут делать с душой то, что может лишить ее бессмертия. Во время приема на работу, если тебе нужна зарплата. Сила искривленной реальности. Начало положено, продолжение следует. Поэтому, похоже, пора найти новую должность до того, как власти и техники слишком хорошо продвинутся по этой части. Все-таки Марк Петров считал, что беречь душу не менее важно, чем получить заманчивое место работы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии в поддержку канала. Расскажите о канале друзьям. Помогите монеткой, номер карты под видео и в информации о канале.